Рад видеть всех на умном огороде. Надеюсь, после прошлого выпуска про майские работы вы все успели и даже нашли время на гамак. Но сегодня к делу. Переходим к тяжелой артиллерии. Поговорим о том, что может превратить ваш цветущий сад в настоящую зону боевых действий. Знаете это чувство, когда вы покупаете дорогой саженец яблони, носитесь с ним как с ребенком, подкармливаете, а он просто замирает. Или когда старая вишня вдруг начинает душить молодую грушу, и та чахнет на глазах. Вот она, главная боль. Мы часто тратим годы и кучу денег на уход, забывая, что деревья те еще социопаты. Одни готовы дружить и помогать соседям, а другие – настоящие киллеры, которые выделяют яды и буквально выживают все живое в радиусе 10 метров. Сегодня мы разберем по косточкам самые популярные деревья, кто с кем спит в обнимку, кто держит нейтралитет, а кого нужно отселять на край участка под конвоем, чтобы не погубить весь урожай. Поехали разбираться, кто в вашем саду друг, а кто скрытый враг. Первое. Яблоня. Самый душевный сосед. Помните, как в детстве мы обрывали яблоки у соседского забора? Те плоды, что свисали на улицу, всегда казались самыми сочными и сладкими. Яблоня вообще душа сада. Она готова ужиться почти со всеми. Под ней можно смело разбивать грядки. Совет. Посейте в приствольный круг укроп, бархатцы или календулу. Они отлично отпугивают плодожорку. Из деревьев лучший напарник – груша. Нюанс по малине. Она отличный сосед, рыхлит почву, но жутко агрессивно. Обязательно вкапывайте шифер или бордюрную ленту на глубину 50 см, иначе малинник убежит, захватит все дерево, и вы просто не проберетесь к стволу для сбора яблок. Запретка. Держите ее подальше от картофеля. Выделяет вещества, угнетающие корни, и рябины, налетят вредители. Второе. Груша. Капризная дама. Если яблоня – работяга, то груша – нежная натура. Она обожает яблоню, но крайне чувствительна к другим соседям. Запретка номер 1. Никогда не сажайте грушу рядом с можжевельником. Это биологическая ловушка. Запомните, если видите на можжевельнике странные оранжевые наросты, похожие на желе, вашей груше конец, если срочно не залить ее фунгицидами. Это споры ржавчины, которые за один сезон превращают листья груши в рыжее месиво. Также она не выносит бук и барбарис. Друзья, хорошо принимает под собой черную смородину. Золотое правило – груше нужно самое солнечное и тихое место. Если рядом окажется вишня, она просто съест грушу, так как ее корни гораздо агрессивнее. 3 и 4. Вишня и черешня. Косточковый союз. У нас в саду росли 3 огромные вишни, и самые вкусные ягоды всегда были на самой макушке. Те, что не удалось достать, висели до темно-бордового цвета, становясь приторно-сладкими. Настоящий десерт для птиц и самых ловких детей. Эти деревья – идеальная пара. Совет. Вишня обожает сливу и алычу. Под ними можно посадить луковичные, тюльпаны-подснежники. Они отцветут раньше, чем крона создаст густую тень. Запретка. Забудьте о посадке рядом помидоров, перцев или баклажанов. Их общая зараза – вертицеллезное увядание – убьет дерево за пару сезонов. Также вишня – враг для малины и абрикоса. Они будут воевать за каждый грамм азота, и в этой битве проиграют оба. Кстати, те вишни на верхушке напоминали нам, что некоторые просто любят высоту и одиночество. Но в саду есть персонажи, которые не просто любят уединение, а буквально выжигают все вокруг. Переходим к нашим капризным парням и настоящим садовым киллерам. 5. Слива. Дипломат и гастрохит. Слива – дерево-миротворец. Она отлично ладит с большинством косточковых. Но главное в ней сегодня для меня не только урожай. Личный лайфхак. В этом году меня угостили домашними соленьями, маринованные черри вперемешку со сливой. Ребята, это теперь мой абсолютный фаворит. Кислинка сливы дает томатам такой нереальный аромат, что банку можно съесть за один присест. Так что сажайте сливу хотя бы ради этого рецепта. Совет. Слива любит влагу, поэтому под ней хорошо приживется чистотел или почвопокровные травы, которые не дают земле пересыхать. Запретка. Никогда не сажайте сливу рядом с грушей. Они будут постоянно воевать за воду,
и груша, скорее всего, проиграет. Также держите ее подальше от малины, которая своими корнями выпьет все соки, нужные сливе для налива. 6. Алыча. Железная леди сада. Алыча – это, пожалуй, самое выносливое дерево в нашем списке. Если слива может капризничать, то алыча – настоящий боец. Она растет там, где другие сдаются, и практически не болеет. Совет. Если у вас годами сидит и не плодоносит слива, просто посадите в паре метров от нее алычу. Это лучший в мире опылитель, который заставит даже самое ленивое дерево ломиться от плодов. Под алычой можно смело сажать луковичные цветы, они отлично ладят. Запретка. Несмотря на свою живучесть, алыча – агрессивный сосед для груши и яблони. Ее корни развиваются очень быстро, захватывая территорию. Также не стоит сажать рядом черную смородину. Они будут постоянно обмениваться тлей, и вы замучаетесь бегать с опрыскивателем. 7. Абрикос. Капризный парень. Абрикос – это тот самый звездный сосед, который не выносит толкучки. Он настоящий эгоист и капризный парень. Абрикос выделяет через корни особые вещества, которые буквально отравляют жизнь другим деревьям. Поэтому идеальный вариант для него – монопосадка. То есть абрикос должен расти только с другими абрикосами. Совет. Если участок маленький и выбора нет, выдерживайте дистанцию минимум от 5 до 6 метров от любых других посадок. Он не терпит квартирантов в приствольном круге. Никакой малины или смородины под ним быть не должно. Только чистая земля или низкий газон. Запретка. Держите его подальше от яблонь и особенно вишни. С вишней у них взаимная ненависть. Они обмениваются грибковыми болезнями так быстро, что вы даже не успеете расчехлить опрыскиватель, как оба дерева начнут сохнуть. 8. Персик. Капризный южанин. Персик – парень с характером. Он требует к себе королевского отношения, только самое солнце и никакой тени. Он очень чувствителен к химическим сигналам от других деревьев. Запретка. Персик буквально воюет с яблонями. Если посадить их рядом, персик начнет мучиться от курчавости листьев и камедитечения, а яблоня просто затормозит в развитии. Это тот случай, когда соседи друг друга буквально травят. Также держите его подальше от вишни и черешни. У них слишком разные режимы полива и подкормок. Совет. Лучшее место для персика – южная сторона дома или забора, где он будет защищен от ветра. В приствольном круге лучше вообще ничего не сажать. Персик любит, чтобы земля дышала и была абсолютно чистой. 9. Миндаль. Элитный защитник. Миндаль – это не только ценные орехи, но и идеальный напарник для персика. Они биологические родственники, поэтому говорят на одном языке. Совет. Миндаль – отличный опылитель, и если они растут парой с персиком, урожайность обоих возрастает в разы. Он хорошо переносит засуху и не так требователен к почве, как его нежный сородич. Под миндалем можно посадить пряные травы вроде чабреца или розмарина. Они любят одинаково сухую и прогретую почву. Запретка. Не сажайте миндаль рядом с грецким орехом. Орех подавит его своим юглоном, природным гербицидом, за пару сезонов. Также миндаль не любит соседство с хвойными. Это почти гарантированная гибель от грибковых инфекций. Кстати, друзья, вопрос на засыпку. А на вашем участке растет миндаль? Или, может, в вашем регионе это вообще экзотика? Обязательно пишите в комментариях. Очень интересно узнать нашу географию. А мы идем дальше к тем, кто не просто капризничает, а реально защищает ваш сад. Переходим к полезным соседям. 10. Рябина. Природный щит. Рябина – это дерево-санитар. Она не просто красиво смотрится у калитки, а реально защищает ваш сад от вредителей. Совет. Посадите рябину неподалеку от яблонь. Секрет в том, что фитонциды рябины отпугивают рябинную моль, которая обожает портить яблоки. Кроме того, она привлекает птиц, которые заодно почистят ваш сад от гусениц. Друзья, рябина крайне неконфликтное дерево. Под ней прекрасно растут лесные ягоды, брусника, черника и любые теневыносливые цветы. Запретка. Единственный, с кем рябина может не поделить место, это боярышник. У них слишком много общих болезней. В остальном это идеальный тихий сосед. 11. Шелковица. Тутовник. Садовая аптека. Шелковица – дерево для тех, кто ценит здоровье. Ее плоды – это просто концентрат витаминов, который на рынке стоит бешеных денег.
Листья и ягоды тутовника – мощнейшее средство для укрепления иммунитета. Это дерево терпимо к соседям, но у него очень мощная и жадная корневая система. Сажайте ее на дистанции минимум от 5 до 6 метров от плодовых, иначе она их просто объест. И еще важный момент для чистоты сада. Шелковицу лучше сажать там, где под ней будет либо газон, который можно часто косить, либо дорожка, которую легко помыть шлангом. Иначе в сезон созревания вы замучаетесь отмывать обувь от сладкого сока и липких ягод. 12. Липа. Банный эксперт и удобрение. Липа – это, пожалуй, самое благородное дерево для участка. Она работает как настоящий улучшайзер почвы. Ее листовой опад – это суперудобрение, богатое кальцием и азотом. По факту, липа – это бесплатная фабрика удобрений прямо у вас под окном, которая делает землю рыхлой, как пух. Личный совет. Если у вас есть баня, липа обязательно. Нет ничего лучше, чем мягкий и ароматный липовый веник. А про липовый цвет для чая я вообще молчу. Лучший релакс после дня на грядках. Друзья, липа – идеальный сосед для яблонь и груш. Она очень любит воду. В засуху липа может обкрадывать влаголюбивые кустарники вроде малины. Так что держите лейку наготове. Ну что, с добрыми соседями закончили. Теперь приготовьтесь. Мы переходим к самой опасной части нашего списка. Сейчас поговорим о тех, кого в садовом мире называют киллерами и агрессорами. Если посадите их не там, можете прощаться с урожаем во всем радиусе поражения. Готовы узнать, кто в вашем саду настоящий злодей? Тогда поехали к одиночкам. 13. Грецкий орех. Киллер номер 1. Это настоящий садовый тиран. Если грецкий орех решил, что это его территория, то в радиусе от 10 до 15 метров не выживет ни яблоня, ни помидоры, ни даже сорняки. Дело в юглоне. Это природный токсин, который орех выделяет корнями и листьями, буквально выжигая конкурентов. Совет. Сажайте его только на самом краю участка, а лучше вообще за забором. Но есть и огромный плюс. Грецкий орех невероятно полезен, особенно для мужского здоровья. Это настоящий склад микроэлементов для силы и энергии. Так что иметь такого атланта в хозяйстве стоит. Просто держите его на привязи, подальше от остального сада. 14. Фундук лещина. Подземный захватчик. Фундук кажется безобидным кустарником, но это иллюзия. У него невероятно агрессивная корневая система. Лещина плетет под землей такую сеть, что другие растения просто не могут пробиться сквозь нее за питанием. Совет. Если решили завести фундук, сразу ограничивайте его зону обитания. Иначе через 5 лет он решит, что ваш сад – это его личная роща. Запретка. Не сажайте рядом с ним ничего ценного и низкорослого. Фундук подавит соседей не только корнями, но и густой тенью, через которую не пробьется ни один лучик солнца. 15. Черемуха. Магнит для проблем и шпионский забор. А вот черемуха у нас всегда росла на заднем дворе. Помню, она была такая густая, что я всегда думал, это идеальное дерево, чтобы спрятаться от соседей. Настоящий природный экран. Но в плодовом саду черемуха – это троянский конь, запретка. Она привлекает специфических вредителей, например, черемуховую моль и тлю, которые потом с огромным удовольствием перекидываются на вашу вишню. Совет. Если любите ее аромат и хотите использовать как шпионскую изгородь, сажайте ее строго в стороне от культурных косточковых. Пусть она защищает вашу приватность где-нибудь на границе участка, подальше от вишневого сада. 16. Облепиха. Колючий захватчик. Облепиха – растение невероятно полезное, но крайне беспардонное. Она ведет себя в саду как единоличный хозяин. Ее корни не просто растут вниз, они агрессивно расползаются горизонтально. Будьте готовы, вы можете обнаружить детку облепихи в паре метров от ствола, прямо посреди ухоженной грядки с клубникой. Совет. Чтобы корни не захватили весь огород, вкапывайте вокруг дерева ограничители, шифер или пластик, на глубину до 70 сантиметров. И не забывайте про семейный вопрос. Облепиха двудомна. Чтобы увидеть оранжевые грозди, на группу девочек обязательно нужен один мальчик-опылитель. Запретка. Она терпеть не может соседство с малиной и земляникой. Они живут в одном почвенном слое и будут воевать за воду до последнего. Также держите ее подальше от картофеля и томатов из-за общих грибковых болячек. 17. Ирга. Садовый альтруист.
Ирга – это дерево или крупный кустарник для тех, кто хочет получить максимум пользы при минимуме усилий. Она невероятно вынослива и, в отличие от многих, очень дружелюбна. Совет. Ирга – идеальный сосед для яблони и груши. Она не конкурирует с ними за свет, так как легко переносит полутень. В ее приствольном круге можно смело сажать лесную землянику или теневыносливые цветы. Плюс ирга – отличная приманка для птиц. Они будут склевывать ее ягоды, отвлекаясь от вашей черешни или вишни. Запретка. Не сажайте иргу рядом с грецким орехом, он ее просто уничтожит югланом. И барбарисом, у них натянутые отношения из-за общих вредителей. В остальном, это одно из самых мирных растений на участке. 18. Каштан. Красивый эгоист. Каштан выглядит по-королевски, особенно во время цветения, но для плодового сада это дерево – настоящая проблема. Его называют пылесосом, потому что его мощнейшая корневая система выкачивает из почвы абсолютно все питательные вещества и воду в огромном радиусе. Совет. Если вы мечтаете о каштане, сажайте его там, где не планируете ничего выращивать, кроме газона. И то газон под ним придется поливать в 2 раза чаще. Под его густой кроной всегда царит глубокая тень и сухость. Запретка. Категорически нельзя сажать каштан рядом с любыми косточковыми – вишня, слива, абрикос. Он их не просто угнетает, он их медленно высушивает. Также держите его подальше от огорода. Овощи рядом с каштаном будут чахлыми и мелкими. Это дерево – гордый одиночка, требующий личного пространства. 19. Боярышник. Колючий охранник. Боярышник – это дерево-крепость. Если вам нужно создать непроходимую стену на границе участка, лучше кандидата не найти. Совет. Боярышник отлично поддается стрижке. Из него можно сформировать идеальный живой забор, который не пропустит даже бродячую собаку. В приствольном круге он вполне лоялен к первоцветам и пряным травам, вроде мелиссы. Запретка. Вот тут внимание. Никогда не сажайте боярышник рядом с грушей или яблоней. У них общие враги, от плодовой моли до опасного бактериального ожога. Боярышник может стать очагом инфекции, которая мигом перекинется на ваши сортовые деревья. Также он не любит соседство с рябиной и можжевельником. Лучшее место для него – самый край участка, подальше от элитных саженцев. 20. Айва. Железная леди. Айва – дерево для терпеливых. Ее ароматные плоды осенью пахнут так, что кружится голова, но само дерево требует особого подхода. Совет. Айва – прекрасный сосед для яблони, они буквально говорят на одном языке. У нее компактная корневая система, поэтому под айвой можно смело сажать любые низкорослые цветы или даже лук и чеснок. Они помогут защитить дерево от вредителей. Запретка. Айва очень не любит соседство с крупными раскидистыми деревьями, вроде грецкого ореха или липы. Они ее просто задушат своей тенью и заберут всю влагу. Также держите ее подальше от персика. Эти двое могут обмениваться грибковыми заболеваниями, которые превратят ваши плоды в сухие камешки. Дайте ей много солнца и спокойных соседей, и она отблагодарит вас самым ароматным вареньем. Вот такой получился список друзей и врагов в нашем саду. Надеюсь, теперь вы посмотрите на свои саженцы другими глазами и не дадите им начать междоусобную войну. Правильное соседство – это уже половина успеха и ведра сочных плодов в конце лета. Друзья, как вам такой разбор? Было полезно? Обязательно напишите в комментариях, нужна ли вторая часть про другие деревья и ягодные кустарники. Там тоже полно интриг и секретов. Жду ваши отклики.